Okay, we will start the talk. Итак, мы начинаем наш разговор. Yesterday I talking. Meditation. Вчера я рассказывал о медитации. How to live the life. Как жить свою жизнь. Можно их убрать? So, about this, about life, how to live the life, про это, про жизнь, про то, как прожить свою жизнь. So, you have any question? You want to ask? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я преклоняюсь к вашим словам. После того, как я прошла первую ступень, After my first step, моя жизнь очень сильно изменилась. my life has changed a lot. Изменились мои мысли, слова, поступки. Что? Изменились мысли, слова, поступки. Я просто волнуюсь, нет. My
thoughts, my words and my actions has changed. Изменился образ моей жизни, изменились мои друзья, и иногда даже родители мои меня, хотя внешность осталась та же самая. My lifestyle has changed, my surroundings, my friends have changed, and my parents also started looking differently. Я благодарна Всевышнему, что Он позволил встретиться в моей жизни вас. I'm grateful to God that He made me meet you in my life. И я бы хотела узнать более подробнее о вашей уникальной программе «7 ступеней Самдарши». And I would like to know a little more about your unique program, the 7 steps to Samadhi. I would like to know more about this program, 7 steps to Samadhi. Я прошу прощения за мое любопытство. Мой ум хочет знать больше. Если такие изменения произошли после первой ступени, что будет дальше? Forgive me for my curiosity, but my mind wants to ask if after first step this much has happened. Now I'm wondering what will happen after next steps. When you go meditation, когда вы идете в медитацию, your life is changing start. Ваша жизнь начинает изменяться. Можно эхо убрать? Так говорит. So, итак, before meditation, your energy not looking to you. До начала занятия медитацией ваша энергия не направлена на вас. Energy always outside. Энергия все время снаружи. Even not thinking about, we can look inside. Мы даже не знаем о том, что есть такая возможность посмотреть внутрь. Like if has anything inside. Что вообще что-то есть там внутри. And nobody saying us. И никто этого вам не рассказывает. Everybody talking, parents, teachers, temples, mosques, outside. Все наши учителя, родители в храмах, везде нас учат тому, что находится где-то вовне. So when you looking inside, meditation start, your energy is transformed. И когда вы начинаете смотреть внутрь, медитировать, ваша энергия начинает трансформироваться. So our life is going also how is your energy. И наша жизнь течет так, какова в соответствии с нашей энергией. If energy is your unaware, sad, your life will be like that. If energy is positive, happy, joy, love, life is changing start. Если ваша энергия бессознательная, если грустная, такая и жизнь у вас будет. Если же ваша энергия радостная, счастливая, такая и будет ваша жизнь. Not only with meditation you change, around you, your family, your friends, where you working in office, everybody something changing start. С медитацией меняетесь не только вы, но также меняется ваше окружение, ваша семья, ваши друзья, ваши коллеги, все ваше окружение начинает меняться. So meditation change you, and as your energy become spread start going up more high, then other people also feeling something. И медитация меняет вас, и энергия, когда идет выше, вокруг вас люди начинают чувствовать и изменяться так же. Everybody has own aura. У каждого есть своя аура. Own vibrations. Свои вибрации. If you are inside very dark, your dark energy you throw. If you have light, light energy you throw. Если внутри вас темнота, вы распространяете вокруг себя эту темную энергию. Если же ваша энергия света, то вы распространяете вокруг себя
медитировать. So meditation is only you can change. И только медитация способна изменить вас. And you say you are changing, it means meditation is right work on you. И вы сказали, что вы изменились, это означает, что медитация совершает правильную работу над вами. And it is, you did retreat and you did first step group. And first step I said yesterday is very good and stronger. И ты проделал ретрит, проделал первый шаг. Вчера я уже говорил, что первый шаг — это очень сильная группа. So, now the first step and we have to go more second, third, fourth, five, six, seven. И сейчас ты проделал первый шаг, необходимо идти дальше, делать второй, третий, четвертый, пятый, шестой шаги. And this 7 step is according inside you have 7 chakra. И эти 7 шагов, они соответствуют 7 чакрам, которые у вас внутри. So each group working in each chakra. И каждый шаг, группа работает над соответствующей чакрой. First step, first chakra, second step, second, like this. Первый шаг, первая чакра, второй шаг, вторая и так далее. So you asking what can happen if you go more steps? И ты спрашиваешь, что может случиться, если пойти и проделать дальше шаги. So I don't need to say anything what will happen. Мне не нужно говорить, что произойдет. And one thing I say, Одну вещь я только скажу. if you doing second step, third step, and you want should be more something stronger, then maybe not will happen. Если вы делаете второй шаг, третий шаг и хотите, чтобы что-то прямо сильное с вами случилось больше, тогда может не случиться этот эффект. Because this meditation inner mathematics is totally opposite. Потому что медитация, математика внутреннего, она совершенно противоположна. If you want, then not happen. When you don't want, it happen. Когда вы хотите, это не случается. Когда же вы не хотите, это случается. Mind don't understand. Ум этого не понимает. Mind understand, I do this, I do this. Ум только понимает, если я сделаю одно, я и получу. And meditation is totally opposite than mind. А медитация, она противоположна уму. So, you did first step, you like it, your energy change, your life is change. Go now more second, third and see what happens. И ты проделал первый шаг, твоя энергия, твоя жизнь изменились. Теперь иди дальше, пройди второй, третий шаг и посмотри, что же будет. But no make much expectation. Но не нужно создавать большие ожидания. Just simply accept and watch what will happen. Просто прими и наблюдай все, что произойдет. To me, people coming, Ко мне приходят люди, and first time they come, very much happen. и когда они приходят ко мне впервые, очень много с ними происходит. Then second time they thinking, okay, now I go, will be more. Во второй раз они идут и думают, я пойду и сейчас получу еще больше. But when they come second time, third time, getting less. На второй, в третий раз они приходят и получают меньше. Because mind come. Потому что приходит ум. First time they met, just innocent, don't know what can happen, just came, sitting, listening and energy working. Впервые, когда они приходят, они совершенно невинные, они не знают, что произойдет, они просто сидят, начинают слушать и сразу чувствуют энергию. Then next time they come with greed. А во второй раз они приходят уже с жадностью. Mind knows this language, greed. Ум понимает язык жадности. And say, oh, last year I met, very good happened. This time I come more, will be more strong. И он говорит, в прошлом году я встретил его, и так хорошо случилось. В этом году теперь я хочу, чтобы больше случилось. But this mind makes you barrier. Но ум создает барьер для нас. Mind just coming between me and you, stand like a wall. Ум встает между мной и тобой, как стена. Then not so much happen. Тогда не так много происходит. So whenever you come to satsang, come to meditation, don't expectation anything.
Когда бы вы не пришли на сатсанг, на медитацию, не нужно иметь никаких ожиданий. Just simple sit. Просто сидите. Just do simple this technique you do. Просто делайте ту технику, которую нужно делать. And sure will happen. И тогда обязательно это случится. But if you worried, looking, oh something will happen, something is happening, what is happening, then you busy in mind. Но если вы обеспокоены и все время ждете, что же теперь случится, а что же теперь, тогда вы все время заняты своим умом. Inner experience only happen when mind is quiet or almost no. Внутренний опыт происходит только тогда, когда ум тих, когда почти его нет. Then you are present. Тогда вы присутствуете. And as you present, something inner visions, inner experience is coming out. И когда вы присутствуете, начинают возникать внутренние видения, внутренние переживания. So I will not say anything what will happen if you do second step, if you do third step, no. Так что я не скажу, что произойдет, если ты сделаешь второй шаг, третий шаг. Нет. Your first step you did and you know something happened, sure, if I do next group or group, so something will grow, something develop. Ты сделала первый шаг и знаешь, что что-то случилось, и ты знаешь, что если ты проделаешь второй и третий шаг, что что-то будет расти, что-то будет развиваться. If you don't want to get anything and just do meditation, you have everything. Если ты не хочешь ничего и просто делаешь медитацию, тогда ты получаешь все. One master was J. Krishnamurti. Был такой мастер Джей Кришнамурти. Maybe you heard his name. Возможно, вы слышали его имя. He was left body 25-6 years before something. Он совсем недавно, 20-30 с чем-то лет, оставил свое тело. And he had only one sutra, И у one него line. была единственная строчка, единственная сутра. He said meditation means just sitting, doing nothing. Он говорил, медитация есть просто сидение и ничего не делание. Just sit. Просто сидеть. Don't want to get anything, don't want to look anything. Не желать ничего, не получить, не увидеть. When you don't want, then things are happening. Когда вы не хотите, тогда вещи начинают происходить. And mind don't understand this. И ум этого не понимает. This is beyond mind things. Эти вещи за пределами ума. So, second step will happen now. After 2 days we start in Egypt. Через 2 дня мы начинаем на Иссыкуле, будет второй шаг, иди. In Egypt now this time, first step and second step both we do it together. В этот раз на Иссыкуле первый и второй шаг будут одновременно происходить. Always every year only I made here first step. Обычно каждый год я проводил здесь только первый шаг. Second step always in India. Второй шаг всегда проходил в Индии. Because also little reason. Ну, потому что была причина небольшая для этого. First step when you get the taste, you change, and then sure you want second step. Когда вы делаете первый шаг, что-то меняется у вас, вы чувствуете вкус, тогда обязательно вы захотите пройти и второй шаг. And then I like, you come to India. И тогда мне бы хотелось, чтобы вы приехали в Индию. Group also do, look the India also, very spiritual country. Сделать группу также и посмотреть на Индию, очень духовная страна. Many thousands year history is there. Там тысячи лет истории, Very ancient, many masters have it. очень древняя история, множество мастеров приходило там. Wherever master is living, is coming, that place become charged. И куда бы ни приходил и ни жил мастер, то место становится заряженным. So India has place very charged with energy. Индия вся очень заряжена энергией. So I want also who are sannyasi, who are going in this way, spiritual way, once minimum has to come to India.
И я бы хотел, чтобы каждый саньяси, любой, кто идет духовным путем, хотя бы один раз в жизни посетил Индию. But this time I making here second step. В этот раз я делаю здесь и второй шаг. That I heard many people have problem with money, cannot come to India, not easy now. So second step is happening here. You want to join, then jump. И в этот раз я согласился провести второй шаг, потому что мне сказали, что множество людей сейчас испытывают проблемы денежные, им сложно поехать в Индию, и поэтому я сейчас провожу здесь второй шаг. Поэтому те, кто желает, прыгайте просто. Just after tomorrow we go Bishkek, and then is it good next day? И завтра Who are coming, they join. мы едем в Бишкек, послезавтра мы едем на Иссык-Куль, и кто хочет, присоединяйтесь. And 1 week I will be there. Одну неделю я там буду. And also who not doing first step or second step, they also can come. И те, кто не проходят ни первый, ни второй шаг, они тоже могут прийти. Satsang will be every evening there. Каждый вечер там будет сатсанг. Just you come, enjoy 1 week, Просто 3 days, 5 days, 1 week, whatever time you have, come there and enjoy this atmosphere, this meditation, energy and satsang. сколько бы времени у вас не было, неделя, 3-5 дней, приезжайте и просто наслаждайтесь этой атмосферой медитации, атмосферой сатсанга. And next Saturday, Sunday, also who not doing group, are then retreat also. И следующую субботу, воскресенье для тех, кто не проходит шаги, будет ретрит. So we are enjoying just 1 week. You leave your home, leave your work, leave your family, and forget everything and be there. Так что одну неделю мы будем там наслаждаться. Оставьте свою работу, оставьте все, что здесь, и просто неделю наслаждения. And when you come back, then you check, look what happened. И после того, как вы вернетесь оттуда, тогда вы сможете проверить, посмотреть, что же произошло с вами. What you lose, what you get. Что вы потеряли и что вы обрели. But 1 week, don't think it. Just be there, enjoy whatever is happening, be with that. Но одну неделю не думайте об этом, просто наслаждайтесь всем, что там будет происходить. Just flow, Просто whatever is happening. теките с тем, что происходит. Flow with air, Теките с воздухом, like a bird. как птицы. You know bird, Вы знаете птицы? where air going, bird going there. They are, and no fix. Птицы летят согласно потоку воздуха. Куда течет воздух, туда и летит птица. Нету никакого фиксирования. Just living moment to moment. Они живут от момента к моменту. And this growth and retreat only making to you know how to live the life. И все эти группы, ретриты направлены, единственная цель на то, чтобы научить вас, как прожить свою жизнь. And then you come back here and we try to be good life, make life okay. И затем вы возвращаетесь сюда, затем, чтобы попытаться привести в порядок, прожить свою жизнь хорошо. Life okay means enjoying the life. Every time, all the time. If you meet people, enjoy. If you alone, enjoy. Хорошая жизнь означает жизнь наслаждения. Наслаждение в одиночестве, наслаждение людьми, когда вы с людьми. If you get really taste of meditation, you will enjoy every minute. Если вы почувствуете настоящий вкус медитации, вы будете наслаждаться каждый момент. Even somebody put you in the war, Даже если кто-то поместит вас посередине войны, people are killing to each other. если вокруг вас будут убивать людей, Guns happening, bombs happening. взрываться бомбы, лететь пули, But if you with you can enjoy that also. но если вы с самим собой, вы сможете этим также наслаждаться. In this, just I say one
my story. Я бы хотел в связи с этим рассказать историю своей жизни. Around 35 years before when I took sannyas, 35 лет назад, где-то, когда я принял саньясу, very new sannyas, just maybe 1 year, только что я принял саньясу, всего год, может быть, прошел после саньясы. and that day, one day happened, Prime Minister of India is killed. И в тот день однажды убили премьер-министра Индии. And one Sikh, which caste Sikh Sardar, he killed him. He is bodyguard and he killed him. Был, это Индира Ганди, телохранитель, он сикх, это такая каста в Индии, они носят тюрбаны. И он был ее телохранителем, и он убил премьер-министра. And all India against the all Sikh. И вся Индия восстала против сикхов, Because one Sikh killed the Prime Minister. потому что один сикх убил премьер-министра. So they against all the Sikh. И они были против всех сикхов в стране. Very bad thinking. Они очень агрессивно были настроены. And then they beating them, robbing them, making like going in their house. Many people go and beat and take things. Они начали избивать сикхов, заходить в их дом, мародерствовать, там, вытаскивать вещи. В общем, делали все возможные жуткие вещи там сикхам по всей And стране. in my place, my area, some Sikh house there. И вот в том месте, где я жил, был один дом, где жили сикхи, несколько домов, где сикхи жили. And mob coming like 100 people, 200 people, 300 people. И шла толпа, где-то 200-300 человек, With knife, with sword, with stick. там, с ножами, с мечами, с палками. And they going to Sikh house, taking them, beating them, and taking their things from house. Они заходили в дома сикхов, вытаскивали их там наружу, избивали и забирали там все вещи. They beating man, women, children, everyone. Они избивали без разбора мужчин, женщин, детей, всех. Because crowd is crazy. Потому что толпа сумасшедшая. When they go like this, they don't understand what they do. И когда они вот так вот идут, они перестают понимать, что они делают. So I was just in my home and standing on the wall and looking outside. What happened? Я был у себя дома и смотрел во двор, что там происходит. From opposite side, one Sikh house, they take him and put fire on him. He is burning. Напротив был дом сикхов, они зашли к нему, вытащили его и подожгли его, он начал гореть. And he is burning, running on the road, and all 100 to 150 behind him. Он горел и бежал по дороге, и вся эта толпа бежала за ним. Want to kill him. Они хотели убить его. Already they kill him because burning. Но они уже его убивали, потому что он уже горел. And I was looking. И я смотрел. Then this all people crowd coming to my home. И затем эта вся толпа начала двигаться в сторону моего дома. When they coming, my father and mother say, come inside, they can kill us. И They can когда come to us. они начали идти, мой отец, моя мама начали говорить мне, зайди внутрь, быстрее, они могут убить нас. But I have no fear. Но у меня не было страха. I say, killed, so killed. Maybe time coming. И я сказал, если убьют, ну пусть убьют, значит пришло мое время. And I was standing, И я просто стоял, looking outside. смотрел наружу. Then this crowd came to my home. И тогда эта толпа подошла к моему дому. And they say somebody, this is also Sikh house. И кто-то там сказал, да, вот этот дом, там тоже сикхи живут. And they just want to come inside. И они хотели просто войти внутрь. This crowd is bad elements, bad people. Эта толпа состояла из таких They плохих want to take людей. your things, TV, fridge, clothes, money, whatever inside. Они хотели вытащить там, вещи, телевизор,
все, что там деньги, я не знаю, холодильник, все, что могли, они желали вытащить. So whole crowd coming to home, my gate door. И вся толпа подошла к дверям моего дома. And I was standing just on the wall, looking them. А я стоял снаружи и смотрел на них. And I have orange robe У меня была оранжевая роба, я был в оранжевой робе, and mala и мало, and little beard. была борода небольшая. And somebody say, oh, he is not Sardar, he look like sannyasi. И кто-то из толпы сказал, нет, он не сардар, он не сикх, он саньяси. They say, yeah, he is sannyasi. Тогда они сказали, да, он саньяси. We going in wrong place. This is not Sardar house. Мы пришли в неправильный дом, это не дом сикха. And they turn and go to other house. Они развернулись и пошли к другому дому. Means, if maybe I go inside, they come sure inside. Then they don't look at me. They just robber. Может быть, если бы я не стоял там, если бы я зашел в дом, тогда бы они зашли и ограбили нас. And I was stand there and make this mala, make save. Но я стоял там, и вот эта мала, она спасла. So meaning is whatever is happening, you should not be fear. Значение в том, что бы ни происходило, вы не должны быть в страхе. And I have very trust to existence. Whenever my time coming, I have to go. И у меня было огромное доверие к существованию. Когда бы ни пришло мое время, я уйду. If he want, I live, I live. If he want, I die, I die. Если он хочет, чтобы я ушел, я уйду. Если он хочет, чтобы я умер, я умер. So this vibrations, this energy is very much in India. И вот такого рода вибрации, вот такого рода энергии в большом количестве присутствует в Индии. So I say you are minimum once in life, come there. И я говорю вам всем, хотя бы один раз в жизни вы должны приехать в Индию. Make money and then write huge of the money. Заработайте деньги, и это будет правильное использование ваших денег. Maybe you will see very different. Different, but as you land, you are half you changing start. Как только вы там приземлитесь, вы уже наполовину изменитесь. And once if you come, you sure you want second time, third time, every year more again. И приехав однажды, вы захотите приехать в следующий год, еще и еще. Обязательно вам будет хотеться снова и снова туда приехать. But now I doing here second step. Но сейчас Still I like you come in India. я провожу здесь второй шаг, но все же мне бы хотелось, чтобы вы приехали в Индию. Be there 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Были там 2-3 недели, 1 месяц, столько, сколько возможно. So, do second step now. Итак, Who делаем. want, who did first step, they come to second step. Те, кто прошли первый шаг, можете пройти сейчас второй шаг. The second step is happening in your near, very near. Второй шаг проходит в такой близости от вас места проживания. Nice place, is a pool, lake, Хорошее место, озеро Иссык-Куль, like ocean. как океан почти. Do meditation, enjoy the lake, enjoy the swimming, enjoy the weather, place. Будем там медитировать, наслаждаться плаванием, наслаждаться озером, наслаждаться этим местом. And who not did first step, I say, they for them very good. Will be very strong. You sure fall in love with meditation. И те, кто до этого не проходили первый шаг, я очень рекомендую его пройти. Это обязательно будет очень сильный опыт. Вы просто влюбитесь в медитацию. Meditation change your life. И медитация изменяет вашу жизнь. Even change your family, change your friends. Maybe some friends leave you, new friends coming start. Она изменит вашу семью, она изменит ваших друзей. Может быть, какие-то друзья оставят вас, придут новые друзья.
And it is also not easy when you doing meditation start. Maybe family against, maybe friends against, maybe relatives against. И это не так легко, когда вы начинаете медитировать. Может быть, родители будут против, друзья будут против, родственники будут против. Yeah, your thinking is different now. Потому что ваше мышление теперь становится другим. Your mind is different now. Ваш ум теперь становится другим. Their mind is different, your mind different, so no communication. Ваши умы начнут так сильно различаться, и не будет коммуникации между вами. You not understand them, they not understand you. Вы не понимаете их, а они не понимают вас. And then fighting start. И тогда начнутся конфликты. They say you are mad, Они будут You называть crazy. вас сумасшедшим, you wasting your life, wasting your time. говорить, что тратите свою жизнь зря, тратите свое время. Even they ask you, okay, meditation, show what you get with meditation. Я не буду даже спрашивать вас, ну окей, медитация, покажи мне свою медитацию. Meditation you cannot show, Медитацию показать вы не сможете, because this is inner thing. потому что это внутренняя вещь. Like love, Как любовь. love you cannot show how much love you have, what is love you have. Вы не можете показать свою любовь, там, насколько много вы там полны любви. Only if anybody is sensitive, he can feel. Только если кто-то будет чувствительным, он сможет почувствовать. You cannot show. Но показать вы этого не можете. This is disappear energy, inner energy, your space. Это невидимая внутренняя энергия, это ваше пространство. But you go on, meditate. Вы продолжаете, медитируйте. Who will come with you, very good. Who will leave you, also good. Те, кто к вам присоединятся, придут к вам очень хорошо. И те, кто уйдут от вас, это также хорошо. Your husband leave, okay. Ваш муж вас оставил, хорошо. Your wife leave, okay. Ваша жена ушла от вас, Parents хорошо. leave, okay. Родители вас оставили, хорошо. Leaving means your energy, both energies not communicate. Если человек уходит, это означает, что ваши две энергии перестали коммуницировать друг с другом. And if your energies not communicate, not feel love, not feel joy with each other, no need to leave. Если ваша энергия не гармонирует, если вы не чувствуете радости друг с другом, тогда не нужно продолжать жить с этим человеком. Go where your energy is growing. И идите туда, где ваша энергия растет, где она идет вверх. Krishna said, Кришна сказал, if your energy going down with anybody, never live with this person. если с кем-то ваша энергия идет вниз, никогда не живите с этим человеком. And where your energy going up, live with him, any caste, any however can live. Если с кем-то ваша энергия течет вверх, то любой ценой, чего бы вам это ни стоило, живите, будьте с этим человеком. Going up energy is joy and love. Потому что идущая вверх энергия есть радость и любовь. So, come there, second step, Так что приходите, проходите второй шаг, then see. и тогда посмотрим. And then after 1 week when you come back here, then think what you get, what not, what happened, what not. Через неделю, когда вы вернетесь сюда, тогда вы посмотрите, что случилось, что не случилось, чего вы получили и чего нет. Just there, whatever is happening, flow with that, go with that. Но там, что бы ни происходило, просто плывите с этим в потоке. Every time things is happening, laughing, crying, talking, silent, swimming, eating, enjoy it. Всякого рода вещи будут происходить: смех, плач, разговоры, еда, плавание, тишина. Наслаждайтесь этим. Enjoy from life every moment. Наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Because when you go back, if you enjoy the life, and when you leave the body, you will be very fulfilled. Yes, I have everything. I enjoyed whole life. Потому что в момент, когда вы будете оставлять свое тело, если вы
полностью наслаждались своей жизнью. Вы будете абсолютно удовлетворены, вы скажете, да, я получил сполна все от этой жизни. And if you enjoy your whole life, then you will be no afraid from death. You say, yes, I enjoyed here, now I go there. Enjoy there. Если вы наслаждались всю свою жизнь, тогда вы не будете больше бояться смерти. Вы скажете, да, я наслаждался всю свою жизнь, теперь я готов идти туда. Why people are afraid from death? Почему люди боятся смерти? But they not enjoy here. Потому что здесь они не наслаждаются. Therefore they say, oh, I leaving body, finish my time, but I not enjoy it. I don't know anything. Поэтому они говорят, что пришло время уходить, но я еще не наслаждался здесь, я не хочу уходить. Who can enjoy the life? They can enjoy the death. Те, кто могут наслаждаться жизнью, могут наслаждаться смертью. And if you enjoy whole life, then your death will be like divine. You're going to divine. You're going to bliss. Если вы наслаждались всю свою жизнь, тогда ваша смерть будет божественной. Вы уйдете в божественное, в блаженство. You are more open for going there. Вы будете более открытыми к тому, чтобы уйти туда. So enjoy life now. Так что наслаждайтесь жизнью сейчас. Take enjoy from life, from every moment. Наслаждайтесь каждым мгновением, выжимайте каждый капель из жизни. And then life is beautiful. И тогда вы увидите, как прекрасна жизнь. Okay. Other question? Хорошо, еще вопрос? Я хотела спросить про страх. Здесь сегодня сильный страх ощущаю, страх исчезнуть. I wanted to ask about fear. I feel here fear of disappearing. Было несколько опытов, когда уже поднималась, и вот этот страх, как за ноги, такое ощущение было, что прям назад. I have had several experiences of going high, but then this fear was pulling me down every time. И даже вчера мне было страшно задать этот вопрос. And even yesterday I was afraid to ask this question. Всем слышно вопрос? Как можно его трансформировать, или что с ним делать, или пусть будет. How can I transform or do something with this fear, or should I just let it be? Mind is very fear. Ум наполнен страхом. Mind don't want to go finish. Ум очень сильно боится, он не хочет закончиться. And whenever any moments coming beyond mind, he is very afraid. И когда бы ни возникали моменты за пределами ума, он очень сильно начинает бояться. Who is afraid? It is mind. Кто боится? Ум боится. It is your ego, mind. Это ваше эго, ваш ум. But he will afraid. Но он будет бояться, He don't want to lose потому himself. что он не хочет терять себя. But you go on. Но вы продолжайте. You go on to consciousness. Продолжайте медитировать, продолжайте идти к сознанию. When your consciousness is very, very full, then he drawn. He will be finished. И когда вы будете полны сознанием, тогда ум исчезнет. And fear will come till last moment, till mind not finished. И страх будет приходить до самого последнего момента, до тех пор, пока ум не закончится полностью. And as you go more high, fear come more. И чем выше вы будете подниматься, тем больше страха будет приходить. One hand you are high, but second hand mind is very afraid. Because he knows if you go more high, he finish. С одной стороны, вы будете подниматься очень выше, высоко выше, с другой стороны, ум будет бояться все больше и больше, потому что он знает, что еще выше, чем выше вы поднимаетесь, тем But this experience to go in conscious, go in higher, pulling more. Even mind is afraid. Mind should be afraid.
Но этот опыт переживания высоких состояний будет тянуть вас снова и снова. А он так и будет бояться, он должен бояться. When mind is afraid, watch it. Look, who is afraid? Why he afraid? Or what? И когда ум боится, наблюдайте и смотрите, кто боится и почему он боится. Mostly his reason he don't want to finish. В основном причина в том, что он не хочет заканчиваться. Whenever his finishing time coming, he is afraid. И когда бы не приходило время его исчезновения, он начинает бояться. Same thing happened in your life. If you very attached with anybody, your relatives, your family, and when they die, you are afraid. Похоже, такая же вещь происходит, когда вы сильно привязаны к какому-то человеку, к какому-то родственнику, например. И когда он умирает, вы чувствуете огромный страх потери. If you possess it with money, your property, your house, your car, if anybody taking, you are very afraid. И если вы очень сильно привязаны к своей собственности, к деньгам, там, к автомобилю, и если кто-то это забирает от вас, вы будете чувствовать огромный страх. And this fear will be finished when you be fully conscious. И этот страх завершится, когда вы станете полностью осознанным. Then mind is dissolved. Тогда ум исчезнет. Then nobody is there to be afraid. Тогда не будет там никого, чтобы бояться. But mind wanted Но ум хочет to stay here forever. остаться здесь навсегда. And he knows many life you had. И он знает, потому что вы имели его много жизней. Anytime you born, die, born, die, born, die. Вы рождались и умирали снова и снова. And every time he is afraid when you believe in God, death. И каждый раз в момент смерти он боялся. So he knows this experience. Ему известен этот опыт. Whenever any moment coming, die, he is shaking. He is afraid. И когда бы не возникал момент смерти, он его начинает трясти, он начинает бояться. So when a fear coming, just accept and watch and say whatever has to happen, it happened. Who I am to change anything. И когда бы не возник страх, просто прими его, наблюдай и скажи, что бы ни происходило, пусть это происходит. Кто я такая, чтобы это изменить? This thing I say, but when you will be in fear, you forget everything. Вот я сейчас говорю эту вещь, но когда ты будешь в страхе, ты забудешь об этом. Fear, go on. Потому что страх захватит тебя. All your understanding, all your knowledge, finished. Все твое понимание, все твое знание в тот момент уйдет. But if you keep on, be more conscious, more aware, then this awareness work there. Но если ты будешь продолжать быть осознанным, бдительным, тогда эта осознанность начнет работать. So, fear is there, fear will come, just watch. Whenever fear comes, very good. Now I want to know why I fear. Так что страх будет там, нужно его наблюдать. Это очень хорошо, что возник страх. Вы скажите, вот теперь пришло время мне наблюдать за этим страхом. Don't run away. Не убегай от страха. Just look, okay, stand, sit there, Просто watch. сиди там и смотри на него. Then you can go one step more. Тогда ты сможешь продвинуться еще на один шаг. But mostly happen, fear come, you want to run away. Don't want to look there. Но в основном происходит так, что как только приходит страх, ты убегаешь и не хочешь смотреть на него. So it is not, you're not looking fear, you're looking other things, so fear is finished. Fear is there, but you're looking other side. И если ты отворачиваешься от страха и начинаешь смотреть в другую сторону, страх от этого не уходит, он там будет. And this fear come again and again and again. И он будет возвращаться снова, снова и снова. So whenever fear come, okay, very good time now, right time, meditate, watch it. Так что, когда приходит страх, это самое хорошее, самое лучшее время для того, чтобы медитировать и наблюдать его. If you look, watch, maybe then you can go beyond it.
И если ты будешь наблюдать и смотреть на него, может быть, ты сможешь выйти за его пределы. Very good time when fear coming, anger coming, greed coming, watch. Очень хорошее время, когда возникает страх, возникает гнев, возникает жадность. Это самое лучшее время, чтобы наблюдать. And for watching also one thing more I say. И для наблюдения я хочу добавить еще одну вещь. This is not watching when fear coming, when anger coming, when greed coming, only then watch. Это не так, что нужно наблюдать только тогда, когда приходит страх, когда приходит гнев или жадность. Meditate, watching means all the time watch. Медитация, наблюдение означает все время наблюдать. Mostly happen when you are in bad mood, В основном, когда sad, у вас disturbed. плохое настроение, когда вы грустны, когда вы чем-то обеспокоены, Then you say to existence, oh existence, where are you? What you showing me? I'm very bad. вы начинаете говорить о существовании, почему мне так плохо, за что ты мне все это даешь. But when you good mood, nice, with joy, who existence? Forget it. Enjoy now. Когда у вас хорошее настроение, когда вы в радости, вы забываете, где там существование, я буду сейчас наслаждаться. If you remember existence in joy time, Если вы помните о существовании, you enjoying, you have party, you have family, you have enjoying very good moments, and remember existence. во времена радости, вот какой-то праздник, вы там радуетесь с семьей, что-то у вас очень хорошее происходит, и при этом вы помните о существовании. Then you never will lose existence. Тогда Always with you. вы никогда не потеряете существование, это всегда будет с вами. Mostly happen joy moment. Oh, now joy coming. I go to party. I go to meeting friends. I go for love and forget it. Но в основном, когда приходит радость, вы говорите, о, я теперь буду там, пойду на вечеринку, пойду наслаждаться с друзьями или там со своим возлюбленным, не забывайте о существовании. And when sad, bad mood, very disturbed, oh existence, oh master, save me, save me. А когда у вас плохое настроение, когда вам плохо, тогда вы начинаете молиться о существовании, о мастер, пожалуйста, спаси, вытащи меня. So, but if you remember good moment, then you always remember. Но если вы можете помнить о нем в момент хороший, тогда вы всегда будете помнить о нем. Then you never can forget. Тогда вы никогда не забудете о нем. When you're meeting somebody, Когда вы встречаете, be thankful. Ah, so good. Existence send you here. Existence make opportunity to I meet. I have love, I have service, I have give, I have sharing. Existence very thankful. будьте благодарны, когда вы встречаете кого-то. Как прекрасно, что существование послало мне этого человека, что я могу поделиться с ним, насладиться его обществом, что-то сделать для него, послужить для него. Спасибо существованию за эту встречу. Then when sad moment come, then also you remember. И тогда, когда придут грустные времена, вы тоже будете помнить о них. And this is not also, don't think life anytime, life will be all the time is good. И не нужно думать, что жизнь все время будет хорошей. Life has both good and bad, bad and good. Есть как хорошее, так и плохое. Это оба. Sometimes good, sometimes bad. Sometimes good, sometimes bad. Иногда хорошее, иногда плохое. So if you are watching, looking, good time also and bad time, you are third. You are watching. You are separate from both, away from both. Если вы наблюдаете как в хорошие времена, так и в плохие, значит вы теперь третий. Вы наблюдатель, вы в стороне как от хорошего, так и от плохого. And if your watcher is strong, good also okay, sad also okay. I am watching, I am separated. И если ваш наблюдатель силен, когда будет хорошо, вы скажете окей. Когда будет плохо, вы скажете окей. Я наблюдатель, я отделен от всего. I am not good, I am not bad. Mind is bad, mind is good. I am watching.
I'm separate. Мне ни хорошо, ни плохо. Уму хорошо, уму плохо. Я наблюдатель, я отделен. Meditation makes you distance. Distance from body, distance from mind. Медитация создает внутри вас эту дистанцию расстояния от тела, дистанцию от ума. So watching all the time. Так что наблюдение должно идти все время. This is not when you bet, okay, today I'm very bad, okay, I do meditation. When good, no meditation. Это не так, что вот сейчас мне плохо, я пойду делать медитацию, а когда хорошо, не буду делать медитацию. Really, when you very good, then very more meditation. На самом деле, когда вам хорошо, тогда нужно больше медитировать. Then this joy energy, when you meditate, then this joy will be more high. И когда вам хорошо и радостно, и вы медитируете, тогда ваша радость пойдет еще выше. So, watching all the time. Так что Meditation all the time. наблюдение должно идти все время, медитация должна идти все время. Any more questions? Yes, Swamiji. Еще вопрос. Swamiji, explain us please, when you will go to Mahasamadhi, what we as your disciples will feel? Will we have like suicidal tendencies, or will we have like depression or something like that? Because this is very practical question for me now. Я спрашиваю, когда он уйдет в Махасамадхи, что мы, как его ученики, будем чувствовать? У кого-то может быть, у кого-то появится депрессия, какие-то суицидальные наклонности. Что происходит с учеником, когда мастер уходит в Махасамадхи? First you say what means your Mahasamadhi. Объясни сначала всем, что такое Махасамадхи. When you will be no more, you, I mean, Leave the body. Swami Samdarshi, when you will leave the body. Yeah. When a master leaves the body, that moment is very high moment, highest moment. Когда какой бы то ни было мастер оставляет свое тело, это самый наивысший момент. At that time his whole energy, whatever around his body, going in the sky, spread everywhere. Потому что тогда вся его энергия, которая была вокруг тела, она собирается в одном и идет в небо. Then depend on you, who are more as much as connected with master, they can feel it. И тогда это будет зависеть от вас, насколько вы близки к мастеру, насколько сильна ваша связь, настолько вы это почувствуете. Very joy can happen, Может случиться огромная большая радость, very thankful happen, может случиться большая благодарность, grateful happen, благодарность. and depression happen, not only you will not meet again in body. И депрессия, печаль может случиться по поводу того, что вы больше его не сможете увидеть в теле. This body you cannot see again. Что это тело вы не сможете увидеть снова. But when master living and master saying, I am living in your heart. Но когда мастер покидает тело, он говорит, я буду жить в вашем сердце. I am excused to be here, but really I am in your heart. На самом деле это только видимость, что мое тело здесь находится. Реально я нахожусь в вашем сердце. That moment, very good moment to more meditation, more enjoy, more celebrate. Celebrate that moment. И тот момент самый лучший для того, чтобы идти в медитацию глубже, для того, чтобы больше наслаждаться этот момент празднования, именно праздновать. And you ask about maybe do suicide. И вы спрашиваете, может быть, могут ли там возникнуть суицидные какие-то тенденции. Physical suicide no need. Физический суицид не нужно совершить. Yeah, if you are ready, you can kill your mind that time. Если вы готовы, вы можете убить свой ум в то время. You have big opportunity that moment, maybe you go in samadhi also. В тот момент вы будете иметь огромную возможность, хорошую возможность для того, чтобы уйти в самадхи. These two moments happen with enlightened person. Есть два мгновения в жизни просветленных мастеров.
When anybody become enlightened, Это момент самого просветления. that moment big energy come, and who are sensitive, they can happen to them also. В тот момент возникает огромный взрыв энергии, и те, кто чувствительны, это может с ними также произойти. And when master is enlightened, living body, that also very big wisdom. И второй момент, это момент, когда мастер оставляет свое тело. Это самый большой, наивысший момент. At that moment, Потому что after enlightenment, when he leave body, few years after, he connected to many disciples. Потому что если он оставляет свое тело через несколько лет после просветления, он за это время уже соединился с несколькими учениками. That moment, like whole energy from earth going to sky. И в тот момент, как будто вся энергия с земли идет вверх. And who are as much as sensitive, they can feel it. И те, кто чувствительны, они могут почувствовать. This happened just in May, 3 months before. Вот в мае это случилось 3 месяца назад. I was suddenly feels it is sick, and I feel like leaving body that day. Вдруг почувствовал болезненное состояние, я болел, и я почувствовал, что в тот день я покину свое тело. And almost I left. И я почти ушел из тела. And I said bye-bye to I was in home with my family, some friends, some relatives. So Yeah. I going now. Был дома вместе со своей семьей, несколько друзей там было тоже. И я всем объявил, что я ухожу теперь. Which May? This week, No, 3 months before. number, date. 13, 12, 13 something. 12-13 мая. And then after I said to them, I was totally gone, my breath is stopped almost. And I said to my family, take me to hospital now, quick. И мое дыхание почти остановилось. И я сказал там, тем, кто был там, быстро отвезите меня в госпиталь. They put me in car, took me in hospital. And in hospital I said to doctors, stop, give me oxygen. Они посадили меня в машину, отвезли в больницу, и там я сказал докторам, дайте мне кислородную маску. And I looking, oxygen not coming, breath not coming. Потому что я видел, что не приходит кислород, And my connection with body almost is finishing. нету кислорода, и что моя связь с телом почти заканчивается. And doctor not listening. А врачи не слушают. They saying first we have to do documents, fill the form. Они там начали заполнять всякие вопросы, задавать форму, заполнять. 10 minutes more. Там 10 минут еще. I say in 10 minutes I finish. Я сказал, за 10 минут я могу. Cannot make any documents. Не сможешь записать ничего. Give me now, quick. Дай мне быстро сейчас. They, like hospital, doing their things. А они там продолжали свои эти бюрократические процедуры. Then I shout on him. И тогда я закричал на них. I said to doctor, do now, quick. Я сказал, Second. давай быстро, в течение секунды. And he shake his tongue. И он испугался. And I very strongly talk. Потому что я так сильно. I was lying in bed. Я лежал в кровати. I saying do this, do this, do this, do this. И говорил, делай это, делай то. Then they just bring water and oxygen and put here. И они принесли бутылку с кислородом, дали мне кислородную маску. 10 minutes. After 1 minute I come back, 10 minutes pass oxygen. Then I said, now take out. И через минуту мне принесли кислородную маску. И 10 минут я подышал и сказал, все, теперь можете забирать. We cannot take out, you should be all night here. Они сказали, мы не можем сейчас теперь забирать, всю ночь вы должны здесь оставаться. Putting in room, Мы вас там положим, hospitalized. госпитализируем. I said, no, I don't need any. Я сказал, нет, мне не нужна госпитализация. And he don't want to take out. А он не хотел
внимательно. And again I said to doctor, take out. Когда я сказал снова, нет, бери эту Took out. И He тогда can't understand what, which type person is. он не мог понять, что это за человек такой странный. My family and friends, some people saying, listen to doctor, listen to doctor. Мои друзья, там, семья говорили, слушай, доктор. I said, stop everybody, don't talk. Я сказал, все замолчите. Just I do whatever I say, do that. То, что Go with that. делайте то, что я вам говорю. And then I took out, I was okay very. Когда они убрали маску, я пришел в порядок. And they want to put me whole night in a hospital. Они хотели положить меня на всю ночь в больницу. I said, no, take me out, I don't feel here good. Я сказал, нет, я хочу, увезите меня отсюда, здесь, Suffocation. здесь я плохо себя Everybody чувствую. is sick, we are sick. Я чувствую вокруг, все там, столько больных вокруг, мне не нравится здесь, я плохо себя здесь I чувствую. don't want to be this atmosphere. Я не хочу находиться в этой атмосфере. And then they, whatever I said, they took me in the car. I come back in home and talking very easy. И тогда они посадили меня в машину и отвезли домой. И там я начал говорить, разговаривать, как раньше. Talking with everybody, 3 hours, continuous talk. 2 часа я разговаривал с теми, кто был там. But it was that moment. Но это был тот момент. And after that moment, that day, many people, many disciples might feeling something happening in them, much happening. И после того дня много учеников чувствовали, что что-то происходит. Somebody much open, somebody less open, but something happened. С кем-то это сильнее произошло, с кем-то не так сильно, но что-то происходило. So I said, don't know what is reason. I came back again. И Some reason, maybe existence, what something. по какой-то причине я вернулся назад. Может быть, существование что-то хотело. Maybe I have to sit with you. Может быть, я должен сидеть с вами. Only the reason. Be with you. Это единственная причина. No any other Быть plan, no нет, any other никаких других планов, reason to be here. никакой другой причины для нахождения здесь нет. Maybe existence leave more time. Может быть, Но- существование дало мне Because немного of больше. 1 year, 2 year, 3, whatever. Okay. Посмотрим, будет это год, 2 или 3. Then 15 days almost I was very weak, very weak. 15 дней я был совершенно слаб. And doctor, even this doctor 2 years before happened to me, he knows. And he never say, he say, I will never say to you, I putting you in hospital. И доктор, который If you want to come in hospital, very good. I will not say, I will not prefer. Because you not listening. доктор, который 2 года меня лечил, он сказал, я никогда тебе не буду говорить, там, ложиться в больницу, потому что ты никогда меня не слушаешь. Если ты сам захочешь, только тогда я положу тебя в больницу. Then next day I went again to doctor. На следующий день я снова пошел к врачу. He said, I like you 3 days will be in hospital. You want, please? I said, no. Он сказал, я бы очень хотел, чтобы 3 дня ты провел в больнице. Ты хочешь это? Я сказал, нет, это все хорошо. I said, my house is very near to hospital. Whenever I need, I come, I come. Я сказал, мой дом находится очень близко от больницы, и когда бы я не захотел, я мог прийти или мог вызвать тебя. I'm more better in my home. Мне намного лучше у себя дома. It was like this much. Но это было вот так. But many people felt it. Много людей почувствовали. Continuous 1 month. Nothing happened. That after that. После этого месяц-два продолжалось. Many people say something happened to something to something. Very different. Разные вещи с людьми происходили. Babaji, like I felt emptiness, everything like anything you're doing, meaningless and empty, and like I could not do also.
Я чувствую пустоту и бессмысленность всего As происходящего. your doer is finished, mind is less. You doing things but not feeling you are doing. Things will happen but you not feeling you are doer. Doing anything. Когда делаете заканчивается, вы будете продолжать что-то делать, но не будете чувствовать, что это вы делаете. Вещи будут просто происходить. This moment when Master living body, united living body, very, it's called nirvana. He is gone. He left body, but he is here, not gone. But then who are sensitive, they can feel. Момент покидания тела мастера – это очень большой момент, и называется нирвана. И те, кто чувствительны, они могут почувствовать. I say when this moment coming, whenever you listen, I left body, enjoy, dance, enjoy, celebrate. Я говорю, когда вы не услышали эту новость, что я покинул тело, наслаждайтесь и танцуйте. Maybe crying coming, okay, enjoy the cry, enjoy the laugh, enjoy the dance. Just enjoy what you want. Может быть, придут слезы, может быть, придет смех. Наслаждайтесь, танцуйте всем, что происходит. Can happen if anybody more high, more sensitive, he can go with me also. Может случиться, если кто-то высоко, если кто-то чувствительный, может быть, он сможет уйти со мной. At that time, like a big flood, biggest flood of energy. Потому что в тот момент возникает огромный поток энергии. Energy going very like flood, and anybody comes in flood, he also. Энергия идет огромным потоком, и если кто-то попадает в этот поток, она его тоже забирает с собой. So it is like this. One day I has to go anyhow. I am ready, totally ready. Однажды, в любом случае, я должен уйти, и я абсолютно готов, совершенно готов. Я говорю, да. If this night I go sleep, not come up, not wake up, very good. I go there. Если в эту самую ночь я уйду, это очень хорошо, я буду наслаждаться. Every night when I go sleep, bye bye. When morning wake up, very thankful. Again I see you all, see this planet, see this pupil, see this world. Very good. Каждую ночь, ложась спать, я обращаюсь со всем. И затем, просыпаясь утром, я радуюсь новому миру. One day we have been just gone, no guys anymore. И однажды это случится, я закрою глаза и уйду. Chalo. Bye. Пока. But До свидания. I know I'm always here. Но я In знаю, air, что я in the sky. всегда буду здесь, в воздухе, в небе. Energy is spreading everywhere. Энергия будет распространена повсюду. Consciousness everywhere. Сознание повсюду. Consciousness never finished. Сознание никогда не заканчивается. Body finished. Mind finished. Consciousness never finished. Тело заканчивается, ум заканчивается, но сознание никогда не заканчивается. Consciousness is immortal. Сознание бессмертно. Never born, never die. Никогда не рождается, никогда не умирает. Talk about consciousness of yes, Когда мы говорим о сознании, сознание проливается, да, это истина. okay. So we celebrate now. Хорошо. Сейчас мы будем праздновать. After every meditation, celebrate. После каждой медитации праздновать. No serious. Не нужно быть серьезным. Meditation doing not very big thing, not much. Living the life. Медитация это не какая-то большая вещь, обычная вещь. Celebration in everywhere, everything, every moment. Celebrate. Празднуйте любую мелочь, каждое мгновение вашей жизни.
Just accept whatever is happening is happening. Просто примите, что то, что происходит, должно происходить. Nothing in my hand. Ничего нет в моих руках. Things are happening. I just go on and go with this, go with this. Let go. Вещи случаются, и я просто иду с этим. Я просто позволяю этому происходить. So before we start music, we do Om. До того, как начнется музыка, мы сделаем Om. 7 times, close your eyes and humming. Закройте глаза и 7 раз мы пропоем звук Om. Close the eyes Закройте глаза. and start. Теперь начинайте.
Sunday will be sannyas. Who want to take? На Исыкуле последний день, воскресенье, будет инициация в саньясу. Те, кто хотят, смогут принять саньясу. Okay. In retreat also. Retreat I told Saturday, Sunday. Да, это год воскресенье уже говорил. Если кто-то хочет подписать эти книжки, вы можете купить «Мастер, напиши свое благословение». Адрес. Здесь вот есть книжки. Это Сатсанг Мастер. Любовь твоя глаза. Еще можно объявление? Кто едет 30 секунд, завтра здесь вещаем.